Давненько мы с тобой влоги не снимали, Андрей, да? Надо возрождать эту тему, показать людям, что мы живем, развиваемся, качаем, увеличиваем количество отгрузок. Кстати, в этом году количество отгрузок компания Renegade Design увеличила. Вот статистика на 1 декабря в 4 раза. Ну, как бы у нас и тот год был тоже растущий. Но вот в этом году вот мы неплохо поработали, конечно, хотелось бы большего. Мы сейчас едем на BMW X6 G06, 5 литров. Плюс еще здесь автомобиль шитый. Тут практически 700 лошадиных сил сейчас. Колесных, конечно, не 700. Насчет колесных я, к сожалению, не знаю сколько, но машина едет очень быстро. После моего GLS 400 на такой машине аж страшно ехать. Чуть-чуть на педальку нажимаю и так вот прижимает. Вот. Ну, у кого такие машины есть или кто ездил, я думаю, понимает меня. Что мы сейчас будем делать? Во-первых, мы сейчас едем на мойку, нужно помыть машину. Сюда мы установили полностью карбоновый обвес. Значит, кованые диски двухсоставные. Сзади поставили 22 диаметра, спереди 21. И сейчас мы помоем автомобиль и обязательно расскажем о всех моментах. А пока что, Андрей, покажи, пожалуйста, на капот. Просто вот капот, что на X5, на X6, на X7. Я вот считаю, что вот этот вот горб, который мы добавили, и несколько острых линий по бокам, но он просто божественный. Согласись? Да. Вот особенно из, как говорится, из кабины, когда смотришь на это все. Ну прям огонь. А пока мы едем на мойку, небольшой тур вам по Ульяновску. К сожалению, особо похвастаться здесь нечем. У меня когда спрашивают, Андрей, какие достопримечательности у вас есть в Ульяновске? Знаешь, я вот кроме Волги, почему-то вот мне ничего на ум не приходит. Ну да, родился Ленин. Здесь у нас я учился в школе, где он учился в начальных классах. Вроде как говорят, что даже я за его партой сидел. И мне кажется, каждому школьнику об этом говорят, чтобы какой-то патриотизм поднять. Ну, в общем, и все. Вот и все достопримечательности. И то Волга. Значит, у нас тут воду то спускают, то не спускают. И даже порыбачить, так скажем, негде. Ну, максимум, если кто увлекается рыбалкой, судачки, ну, вот такие. То есть, если мы килошных таскали в позапрошлых годах, ну, какой позапрошлых, года 3-4 назад, еще куда ни шла была рыбалка. Ну, вот 10 лет назад, я помню, там, ну, прям такое ощущение, как будто там водолаз насаживал рыбу. То сейчас у нас уже рыбалка тут полный отстой. Ну, хотя мы и ходим на лодке и там со всеми эхолотами, не то что мы какие-то там лошары и не знаем, где рыбу ловить. Но вот, к сожалению, вот такая ситуация у нас есть. Вот это мы едем по улочке. Улица, кафе. Такое ощущение, как будто заезжаем в отстойник какой-то. Боюсь сам ехать. Ты мне не говоришь, что... вот даже так, да? Да, парни, вас тут... Будем нашей аудитории рассказывать, почему здесь не Renegade, а Alpina. Да, я признаюсь. Почему?
Потому что у нас не было своих шильдиков, когда нужно было вешать, и клиент не очень нравились ему BMW, и поэтому вот ему приглянулись Альпина и повесили Альпину. Ну, это такой удар перчатками мне по лицу. Я сейчас активно ищу, кто делает такие шильдики, подобного плана. Если у кого есть контакты, то будем благодарны вам за обратную связь. Конечно, за разумные деньги. Ну что, помыли машину. Теперь можно уже поехать на локацию, где мы сейчас снимем обзор. И все вам расскажем о том, какая у нас есть карбоновая решетка, в которой работает подсветка, наши кованые диски. Причем мы сюда поставили 21 диаметра, назад 22. И все окей, работает. Ничего не заносит на трассе. Автомобиль чувствует себя потрясающе. Вот. А по нашим, конечно, дорогам, по ульяновским, по некоторым, так себе. Мне кажется, вот из всех поколений BMW X6 G06, вот именно это вот самый просто топ. Еще раз приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Долгановский Павел, я являюсь руководителем компании Renge Design. И сегодня я хочу вам краткий обзор сделать одного из наших проектов, который мы создали летом. Пока делали диски, пока создавался капот, мы этот момент как-то откладывали на съемку. Значит, что мы сделали с последним поколением BMW X6 G06? Первое. Мы по просьбе клиента сделали ему родные его изделия в карбоне. Мы не меняли никакой дизайн. Вот четко была поставлена задача: ребят, не надо ничего, мне нравится абсолютно все, как выглядит с завода, сделайте мне, пожалуйста, это все в карбоне. Мы сделали формы, и в этих формах уже сделали изделия. То есть это не ламинация, мы никогда ламинацией не занимались и не будем заниматься. Это все колхоз, это все ненадежно, нестабильно, и поэтому мы непосредственно делали новые абсолютно детали. Итак, сделали, значит, нижний спойлер, боковые накладки, верхний спойлер, вставки в задний бампер. То есть это все полностью новые изделия. Вам, как клиентам, просто вы родные детали снимете и установите непосредственно наши. Далее, мы разработали уже и создали непосредственно наш новый диффузор. Это идет как накладка на задний бампер. При этом важное уточнение: так как у вас с ноги открывается багажник, то это изделие, так как состоит из стопроцентного карбона, оно не пропускает сигнал, и датчик распознавания ноги нужно переносить немножко в другую сторону. Это очень важно. Если будет ламинация, ламинация пропустит, а настоящий карбон, он, к сожалению, не пропускает. Частично можно отличить, так скажем, это настоящий карбон или не настоящий, кому как больше нравится. Далее, мы разработали на этот автомобиль наши кованые диски двухсоставные. Причем, обратите внимание, сзади мы сделали 22 диаметр, спереди мы установили 21 диаметр. Да, это возможно. Все системы работают прекрасно, по управляемости автомобиль чувствует себя превосходно. По аналогии со спойлерами мы сделали непосредственно и с порогом. То есть это тоже родной порог, у которого устанавливается подсветка, родной порог снимается, наш карбоновый ставится. Далее мы сделали аккуратненькую вставку в фальш-зону жабер, тоже карбон. Мы сделали карбоновые зеркала.
Обратили внимание или не обратили, крыша в пленке и выглядит очень интересно. Когда крыша была просто в белом, ну, выглядел так себе. А вот именно когда мы добавили черную крышу, ну, вот именно в этом стиле, ну, получилось, как по мне, круто. Что касательно решетки радиатора. Это полностью новая карбоновая решетка радиатора, в которую устанавливаются родные поперечные зоны. Соответственно, вся подсветка устанавливается внутрь нашей решетки. Ну и при этом это все работает без проблем. Есть другие аналоги, которые исключают возможность работы подсветки. В нашем случае это есть. Конечно же, мы сделали, я считаю, шедевральную губу. Губа, она не сколько придает занижение клиренса, сколько просто заканчивает вот этот вот брутальный вид автомобиля. Вот если абсолютно вот с этого ракурса вот посмотреть, ну просто вот это мой любимый ракурс. Далее, значит, сделали из карбона этот элемент. Ну и все в комплексе выглядит интересно. И, конечно же, как я уже до этого в этом выпуске вам говорил про капот. Я просто от него, вот честно вам скажу, без ума. Вот это, именно этот горб, сейчас, к сожалению, погода испортилась, мы же другого времени не могли найти, когда снимать обзор, вот такие сумерки. Мы 2 недели готовились к этому выпуску, то снег, то какая-то слякоть непонятная. Ну ладно, значит, сделали капот. Это не накладка, это полностью новый капот. Родной капот вы снимаете и устанавливаете наш. Для наглядности сейчас я вам покажу, как это все выглядит внутри. Ну, это клиент уже самостоятельно себе проклеил, то есть вы на свой капот можете установить свою защиту, все родные моменты, которые там идут, все это можно непосредственно перенести туда. Ну, клиент красил это не у нас, ему порекомендовали сделать вот такую вот шумоизоляцию, так скажем, ну, он сделал. Поэтому такой краткий обзорчик на этот автомобиль подходит к концу. Всем здоровья, всем любви, с новым 2021 вас годом!